Доброе утро. Доброе утро. Сюда! Скорее сюда! Твою мать. Факт смерти установлен в 9 часов 11 минут. Что? Что случилось? Папа. Папочка. Входящий вызов. Таллин. Принять вызов. Слушаю. Доброе утро. Нам надо поговорить. Роберт, лук. Лук, Роберт, нюхай. Ищи. Ищи лук, Роберт. Нюхай. Ищи лук. А что здесь происходит? А мы играем. А чего ты не позвонила? Ты же собиралась прийти позже. Ну, знаешь, ты же все время спешишь. Вот я решила тебя порадовать. Иди, маленький, к мамочке. Иди-ка. Мамочка по тебе Ты соскучилась. мой мальчик, ты мой сладкий мальчик. Все хорошо? Ну, хорош. Ай, А это что такое? ты что, не видишь? Лук. А что он делает среди игрушек? Мы же играли. Искали луковицу по запаху. Мама, Что такого? Можно подумать, я не вижу, на кого похож Роберт. Я же не слепая. И лучше с самого детства развить у ребенка обоняние. Я понимаю и сочувствую вашему горю, но мы должны соблюсти определенные формальности. Тело вашего отца нужно перевести в морг, чтобы подготовить заключение о его смерти. А от чего он умер? Простите, но мы оба знаем, что у вашего отца было серьезное онкологическое заболевание.
Онкологическое заболевание с высокими шансами на ремиссию. Он мог бы с ним жить и жить. Я не совсем вас понимаю. Я хочу установить настоящую причину смерти моего отца. Ваше право. Хотите вызвать полицию? Нет. Не полицию. Да. Хорошо, но у меня будет совсем немного времени. Говорите адрес. Что за истерика? Понюхали луковичку, боже мой. Значит, я запрещаю проводить эксперименты над моим сыном. Тебе понятно? Какие эксперименты? Это была игра. Что ты все драматизируешь? После твоей игры у Роберта началась аллергия. Теперь мне прекрасно понятно, почему он заболел. Ай! Не ай, а ты подвергаешь риску здоровья моего ребенка. Ну, раз ты такая умная, то и воспитывай его сама. А я больше не переступлю порог твоего дома. Вот и прекрасно. Сиди тут одна, вместо того, чтобы развивать способности своего ребенка, чтобы он мог потом заработать так же, как его отец. У отца Роберта нет никакого суперобоняния. Только не надо думать, что вокруг тебя окружают такие же идиотки, как и ты. Убирайся. С большим удовольствием. Не повезло тебе с мамашей, Роберт. Убирайся! Ну, не плачь, не плачь. Идиотка. Кто это? Что происходит? Хлорид калия. Но это уже слишком. Что вы себе позволяете? В комнате было 6 человек, включая вас. И кто-то один из этих 6 ввел в капельницу смертельную дозу хлорида калия. Вашего отца убили. И что дальше? Вызывайте СБР. У меня самолет. Всего доброго.
идиотка. Палата у нас двухкомнатная, чтобы пациенты не скучали. Сосед по палате Старикова, Малышев Игорь Валентинович. Вчера они со Стариковым играли в шахматы и сильно поругались. И что случилось? Да Стариков обвинил Малышева в том, что тот жульничал. Ссора была бурная, оба швырялись шахматными фигурами. Стариков тот даже часами в Малышева запустил. Мы их еле разняли. Никто никому не угрожал? После ссоры Малышев схватился за сердце, а у Старикова давление поднялось. Какие уж тут угрозы. Но я на всякий случай развел их по комнатам. А что за капельницу ему ставили? Кто ее назначал? Я назначил дротаверин, чтобы снизить давление. А где сейчас Малышев Игорь Валентинович? Да. Интересно, сколько стоит провести здесь свою старость? Все так дорого-богато. Прям как в ресторане. Послушайте, я прочел кучу детективов и знаю, что для убийства у меня должны быть мотив и возможность. Возможностей у вас было сколько угодно. Согласен. А мотив? Ссора после игры в шахматы. Не смешите меня, полковник. Ну, может быть, вы, как сосед по палате, знаете, у кого был мотив убить Старикова? Конечно, знаю. У его дрожайшей доченьки. Можно уносить? Леша последнее время сильно не ладил с Аней, дочерью. Они часто ругались даже в моем присутствии. Из-за чего? Аня чем-то сильно рассердила отца. Он даже хотел лишить ее наследства. Наследство. А Леша был очень богатым человеком. Вы разве не знали? Здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте. Что случилось? Хотите чаю? Вильма. Сделай нашему гостю чай. Здравствуйте. Без сахара, пожалуйста. Прошу. Садитесь. Вам знаком этот велосипед? Это мой детский велосипед. А откуда у вас это фото? Да, мы иногда ссорились. Мой папа был властный человек. Он считал, что я должна во всем его слушаться. Особенно в том, что касается моей личной жизни. Потом папина болезнь. Кого угодно сделает злым, раздражительным. Вот он и срывал свою злость на мне. Значит, это он из-за своей болезни хотел лишить вас наследства. Я думала, вы убийцу ищете, а не сплетни собираете. Но вы не ответили на мой вопрос. Я любила папу, несмотря ни на что. И я бы никогда, вы слышите, никогда бы не подняла на него руку. Так что поищите убийцу в другом месте. А где вы были ночью и утром, в день смерти вашего отца? У себя дома. Вы предъявляете мне обвинения? Нет. Пока нет. Тогда до свидания. Через 3 дня вас обнаружили совершенно в другом месте, районе Мустаме.
Что произошло? Не помню. Абсолютно. Как и не помнил тогда, в детстве. В тот день, когда вы пропали, в Корхоле произошло убийство. Может, попытайтесь хоть что-то вспомнить? Увы, но я пришел в себя только дома. О том, что я пропал, мне сказал мой отец. Я помню только, что я решил заглянуть на стройку, а дальше… Ваш чай. Спасибо. Я предлагаю сесть в Корхол. Он стоит заброшенный, может, на месте к вам придут какие-то воспоминания. Это бы нам очень помогло. Хорошо. С пациентом или его родственниками заключается 5-летний контракт, в течение которого пансионат обязуется ухаживать за пациентами. В стоимость контракта входят постоянное проживание, питание, уход, физиотерапевтические и медицинские процедуры. А перед поступлением в пансионат каждый пациент проходит полное медицинское обследование, чтобы исключить возможные серьезные заболевания. На случай возникновения таких заболеваний пациентов страхуют в обязательном порядке. И если во время проживания в пансионате пациент заболеет чем-нибудь серьезным, страховая компания полностью оплачивает лечение. Даже если это будет рак? И даже если это будет рак. Что, кстати, со Стариковым и произошло. А сколько времени находился в пансионате Стариков? Около 3 месяцев. И кто оплачивал его контракт? Сам Стариков. Он был состоятельным человеком. Узнаете? Смутно. Что-то вспомнили? Что тут было на стройке? Только то, что я оставил здесь велосипед и пролез через щель в заборе. А дальше… С пансионатом «Золотая осень» мы уже сотрудничаем 3 года. Это выгодно всем. Во-первых, пансионат обезопасил себя от крупных расходов в случае каких-нибудь непредвиденных болезней своих подопечных. Ну а мы, в свою очередь, расширили линейку страховых продуктов. Но ведь это очень рискованно. Шанс заболеть у пожилого человека гораздо выше. Да, вы абсолютно правы. Именно поэтому наши клиенты проходят полную диагностику. За их счет, разумеется. Ну, таким образом мы страхуем себя. За 3 года наша программа показала очень хорошую эффективность. Это наше ноу-хау, наш новый страховой продукт, опробованный в филиале. Health Insurance – крупная европейская компания. И успех нашей программы вдохновил наше центральное руководство на внедрение этого продукта в других странах. Ну, чисто гипотетически, ваша страховая компания могла быть заинтересована в смерти Старикова, чтобы не оплачивать дорогостоящее лечение его заболеваниям. Health Insurance на европейском рынке страховых компаний более 50 лет. Наша репутация безукоризненна. Да, было бы идеальным вариантом среди страховых компаний, когда никто не болеет и страховой случай не наступает. Но случаи бывают разные. И Health Insurance платит. Всегда. Например, 3 года назад 2 наших клиентов очень сильно заболели. И что? Никто не умер.
наша компания полностью произвела выплаты на их лечение. Я уверен, что вы об этом знаете. Тем более я не понаслышке знаю, что такое тяжелая болезнь и смерть близкого человека. 3 года назад от рака желудка у меня скончался отец. Мои соболезнования. Дайте зонтик и садитесь. Вильма, дай, пожалуйста, нашему гостю его дело. Извини. В котором часу Анне Стариковой сообщили о смерти отца? 8:49. А в пансионате она появилась в 9:11. Итого... 22 минуты. По ее словам, она приехала из дома, который находится в 30 километрах от пансионата. С учетом трафика это... Минут 50 как минимум. Но никак не 22 минуты. Любящая дочь явно врет. На момент смерти отца она находилась где-то недалеко. Возможно, даже рядом. От машины Анны Стариковой исходит запах лесопилки. Максим, нужно найти лесопилку в радиусе примерно километров 10 от пансионата. Я хочу попасть в это место. Поскольку у вас самолет? Успеем. За несколько дней до смерти отца я разговаривал с ним. О чем? После того, как папа узнал, что болен раком, он сразу же составил завещание. И вы знаете его содержание? Все знают. В случае смерти папино имущество распределялось поровну между мной и сестрой. Но в наш последний разговор папа сказал, что хочет пересмотреть завещание и уже даже советовался об этом со своим адвокатом. И что значит пересмотреть? Он собирался лишить Аню большей части ее доли в наследстве. Мне нужен телефон адвоката вашего отца. Что-нибудь узнаете? Я был здесь. Ага. Что-то еще помните? Нет. В аэропорт?
У вас посетитель. Посетитель не опознан. Алла Георгиевна. Включить микрофон. Я вас слушаю. Добрый вечер. Нам нужно поговорить. Открыть лифт. Как интересно. А что это в скляночках? Запахи. Образцы. Так много. Чай готов. Это для сравнения, да? Я недавно прилетел. Уже поздно. О чем вы хотели со мной поговорить? У нас были сложные отношения. Наверное, в этом есть и моя вина. В свое время я требовала от тебя невозможного. Но сейчас многое поняла и переосмыслила. И? Я бы очень хотела исправить это, наладить отношения ради внуков. Внуков? С моей ненормальной доченькой сложно ужиться. Даже мне это не очень удается. Когда-то я винила во всем, что происходило между вами, тебя. Но сейчас я понимаю, что была неправа. Прими мои извинения. Я не пьяна или что-то там еще в этом роде. Так как? Примешь мои извинения? Ну... Не надо спешить с ответом. Между нами годы недомолвок, недопониманий. Понимаю, что быстро все случившееся не исправить, но я этого искренне хочу. Правда. Юля мне все рассказала. Бред. Алексей Петрович! Алексей Петрович! Нет его, после 10 будет. Чё хотел-то? Броницкая из 12-й палаты с завтрашнего дня 3-ю диету. Броницкая это бывшая артистка, еще в таких дурацких шляпках ходит она? Она. А что случилось-то? Рак у нее. Как, и у нее тоже? Прям эпидемия какая-то. Разгружай на шелёвку. Который из них вы сдаете? Да все. Анна Старикова какое-то время находилась в этом домике. И кто арендует у вас этот домик? Я знаю, кому приезжала
Анна Старикова. Да, я снимаю домик на лесопилке, удобно, не трачу время на дорогу. Где вы находились в ночь убийства Старикова? У себя? Один? Да. Нам стало известно, что вы находитесь в интимной связи с Анной Стариковой. И в ночь убийства она находилась с вами. Да. Это правда. Мы любим друг друга. Но нам приходилось скрывать нашу связь, так как ее отец был категорически против наших отношений. Аня просто не хотела нервировать старика. Вы покидали домик в течение ночи? Нет. Кроме Анны Стариковой, это кто-то может подтвердить? Никто. Нет, это не галлюцинация. Это воспоминания. К сожалению, обрывочные. И мне надо до них добраться. Скорее всего, ваши воспоминания заблокированы из-за стресса или потрясения. И? Чтобы попытаться разблокировать воспоминания, нам нужен новый стресс, целенаправленный, если так можно выразиться. Хорошо. И как вызвать этот целенаправленный стресс? У вас же остался образец того запаха, который вызывал воспоминания? Да. Нам нужен этот образец и электричество. Что? Небольшой разряд тока, чтобы создать стресс. Может быть, я и человек-собака? Ну уж точно не собака Павлова. Завещание господина Старикова будет оглашено через неделю. В соответствии с ним Анна и Олег Стариковы получат по 50% акций холдинга «Агропродукт», принадлежавших их отцу, а также по 50% всего остального. Движимое, недвижимое имущество, деньги на счетах, наличка, все. То есть по справедливости? Ну, поровну не всегда означает по справедливости. Тогда о чем вы говорили с господином Стариковым примерно 1,5 недели назад? Вы имеете в виду якобы пересмотр завещания. Это вам Олег, сын Старикова, рассказал, да? Да, он. Но почему якобы? Понимаете, Стариков очень сильно переживал за Аню. Что она свяжется с человеком, которого будет больше волновать не Аня, а ее деньги. Из-за этого они постоянно ссорились. Ну, вы знаете, есть такой тип сильных, независимых женщин. Да, знаю, знаю. У Ани случился роман. Серьезный. С доктором из пансионата. Стариков узнал об этом и решил проверить своего потенциального зятя. И каким образом? Он распустил слух, что собирается лишить дочь наследства. Если чувство жениха к Ане искренне, то никакое лишение наследства их не изменит. Но если нет, кому нужен такой жених? Да, мудрым человеком был ваш клиент. Да, был. Послушай, нельзя опускать руки. Нужно бороться. Слышишь? Бороться. Оставь меня в покое.
очередь нужно выяснить, где в эту ночь были Стеблов и Стариков. Хорошо. Посмотришь, целый час будем ждать. Там все засыпано хлоркой. Так что Собачка дисквалифицирована. Займемся настоящим делом. Действительно хлорка. Я больше не могу. Я полночи прогулял в парке. Не мог уснуть. А потом? Пошел спать. После прогулки мне это удалось. Из-за чего произошла ссора между вами и Броницкой? А кто вам рассказал? Буфетчица. Ну так из-за чего? У нас с Ольгой были отношения, если можно так сказать. Платонические, разумеется. А когда она узнала о своем диагнозе, ушла в себя. Перестала общаться. Я пытался ее расшевелить, отвлечь от всего этого. Сколько времени вы находитесь в пансионате? 2 года уже. А что? Старикова и Стеблов всю ночь провели в отеле «Старплаза» в центре города. Там есть камеры. Спасибо. В крови повышенное содержание хлорида калия. Ее убили. Мне нужны медицинские карточки всех умерших за последние 2 года. Да, конечно. У вас посетитель. Это Виктор. Твою мать. Включить микрофон. Хостел для бездомных переехал. Обращайтесь в социальные службы. Я по делу. И принес тебе фрукты. Это не к добру. Открыть лифт. Я посмотрел медицинские карты умерших в пансионате за последний год и нашел 4 подобных случая. Пожилые пациенты внезапно умирали от остановки сердца после того, как им был поставлен диагноз онкологического заболевания. Сердобольный пациент Малышев, избавляя своих однопансионатников от страданий? Ну, вначале я думал так же, но чтобы убедиться, стал смотреть медицинские карты дальше. Если убийца Малышев, то до его появления в пансионате подобных смертей быть не должно. И? Но они были. Еще 5 аналогичных случаев, итого 9 смертей за последние 3 года. Серийное убийство? Какие серийные убийства? Что за бред? А начались они примерно 3 года назад, вместе с появлением в пансионате вашей компании. А до этого ни одного случая. Вы не верите в совпадение? Но если речь идет об убийстве, то нет. Простите. А как вам такое совпадение, что на момент этих якобы ваших 2 убийств у меня есть неопровержимое алиби? В это вы верите? По правде говоря, судебно-медицинская экспертиза еще не закончилась. И мы до конца не знаем точную причину наступления смерти.
Ну вот видите. Так что я приношу вам свои извинения. Всего доброго. До свидания. До свидания. И что ты обнаружил? Следы ссоры между хозяином кабинета и еще одним человеком. Ссора настолько серьезная, что хозяин кабинета швырнул своего собеседника стаканом. Кто же, кроме тебя, может вызвать такую реакцию у спокойного, уравновешенного человека? Ты очень удивишься, узнав, кто. Что случилось? Почему вы не кушаете? А какой в этом смысл? Какой во всем смысл, если бы у тебя обнаружили рак? Боже мой. Сначала Леша, потом Оленька, теперь моя очередь. Его убили все тем же хлоридом калия. Ты представляешь, я слышала, что сейчас стали делать какое-то безалкогольное вино. Представляешь? Как виноградный сок? Нет, именно вино. То есть они каким-то специальным способом убирают оттуда алкоголь, я не знаю, выветривают, что ли. Интересно. Интересно? Да это же бред. Зачем нужно вино, если оно безалкогольное? В чем смысл? А ты знаешь, у меня ведь совсем нет подруг, кроме тебя. Это потому, что я стерва, да? Ну, вот и я вроде бы не стерва, но подруг у меня тоже немного. Ну, значит, я все-таки стерва. Перестань. А, ладно. Господи, сама все прекрасно понимаю. Да, вот такая я. Ты знаешь, на самом деле я тебе очень благодарна. Мне? Да. За что? За то, что ты вытащила меня тогда из психушки. Меня так редко благодарят. Обычно бывает наоборот. Прям растрогала меня. Надо чаще встречаться. Да?
Ты какого черта творишь, а? Я ж тебе сказал еще после Старикова, чтобы ты угомонилась и легла на дно. Зачем было убивать Броницкую? С актрисулькой все прошло чисто. Этот полицейский пылесос ничего не вынюхал из-за хлорки. Зачем ты убила этого Малышева? Я его не убивала. Ну да, конечно. Он сам себе хлорид калия уколол. Ты что, маньячка, а? Вошла во вкус и убиваешь ради удовольствия? А памперсы за твоим папашей выносила тоже ради удовольствия. Забыл, как ты просил меня сделать все возможное, чтобы он умер побыстрее? Да, когда я сделала за тебя всю грязную работу, я тогда не была маньячкой. А когда ты попросил убрать первого старика, потому что твоя гениальная идея по страхованию пансионатников потерпела крах, я тогда не была маньячкой. Конечно, еще одна выплата по страхованию, и головная компания меня выгонит к чертовой матери. Тогда я не была маньячкой. Пора их брать? Нет, пусть еще поговорят на весь срок. Можно я одним глазком? Меня никто не увидит. Не положено. Полковник лично мне обещал участие в операции захвата. Только на таких условиях я соглашался играть роль трупа. Оставайтесь здесь. Я сейчас узнаю. Я тебе хорошо платил за это. Платил. И будешь платить, чтобы я молчала. Ах ты ж тварь. А вот теперь пора брать, а то поубивают друг друга. Внимание, захват! Тихо, тихо, тихо. Тварь, да? Ты идиот. Идиот. Саня, за мной. Стоять! Без глупостей. Я же сказал, без глупостей. Прошу прощения, что я ушел.